А кто бить будет? А кто придет? Давай бей поворотом. Ты должна меня победить меня должна. Собака. Давай, слышь, в сборную съездила и все. Ну, Юр. Конечно, под правую ногу себе заходит. Давай, давай! О, хорош! Давай еще раз, Таню! Все. Кино закончилось. Спасибо, давай. Иди я сейчас. Я до сих пор не верю, что это все со мной происходит. Номер 11. Екатерина Сочнева. Полузащитник. Мы не привыкли к такому вниманию. Мы вас горячо приветствуем в нашей огромной сине-бело-голубой семье. Конечно, очень бы хотелось, чтобы в нас верили. Но это такой, конечно, неоценимый опыт. Создавать команду с нуля. Я к этому жила всю свою жизнь. На первую очередь выйдет у нас борьба, самоотверженность, характер. Все готовы? Да? А что, прям там уже... подождите, нет. Ну а теперь настало время объявить состав женской футбольной команды «Зенита». Номер 5. Людмила Шадрина, защитник. Номер 11. Екатерина Сочнева, полузащитник. Номер 99. Татьяна Морина. И Ольга Порядина, главный тренер женской команды «Зенита». Для меня сегодня большая честь и ответственность возглавить новую женскую футбольную команду высшей лиги. Женская команда приложит максимум усилий, чтобы продолжить зенитовские традиции и завоевать преданность и любовь болельщиков. Добрый день всем. Очень важный день сегодня для всего спорта Санкт-Петербурга, для «Зенита». К нам присоединяется женская команда. Мы очень рады, что вы в новом сезоне начнете представлять «Стрелку». У вас все есть для этого: перспективный тренер, красивые футболисты. От мужской части говорю вам добро пожаловать в команду.
Мы вас горячо приветствуем в нашей огромной сине-белой голубой семье! Ура! На самом деле, мне кажется, это самая банальная история для всех девочек, которые начали заниматься футболом. Ты просто вышел во двор, поиграл с мальчиками в футбол и такой, почему бы и нет? Пока вот у меня глаза горят, пока я с огнем вот этим вот в сердце бегаю, и я на каждую тренировку получаю удовольствие, вот пока со мной такое будет происходить, я готова здесь оставаться долго. Я прям помню, я еду, говорю: мам, у меня есть для тебя новость. В Питере женский «Зенит» команду создает. И она такая: господи, боже мой, я думала, тебя замуж позвали, а ты за своим футболом. Это реально была моя мечта, и она сбылась, и я прям каждый день сейчас у меня прям как в сказке живу. Я не фотогеничен с утра, не надо снимать. С этой пандемией просто... Я приезжала в Питер, я знала, что это очень красивый город. Я понимала, что туда надо ехать. Если будет выходной, обязательно надо выбираться, смотреть все места красивые, узнавать, там, читать, куда надо съездить. Летом, Петергоф, все. И вот, в общем, все обломалось конкретно. Я из любительского футбола попала в команду, в профессиональный спорт. И мне, честно говоря, пошел он на пользу, потому что вот этот срок длительный достаточно с момента моего прихода в профессиональный спорт и до первого матча он увеличился, и я набралась опыта, посмотрела вообще, как ведут себя профессиональные игроки, начиная от тренировок, заканчивая там какими-то бытовыми ситуациями. Вот. И, конечно же, что касается коллектива, мы очень сплочились, очень сдружились. Это уже действительно команда. Через все они прошли вместе, и пандемию, и самоизоляцию, и все трудности. Мы с Дениским штабом думали, что, возможно, эта пандемия как-то даже и в плюс нам сыграла, что у нас было больше времени сделать из них команду. Нам просто нужно играть, получать удовольствие от игры и забирать очки. Все. Я вижу и слышу, да, что многие команды хотят просто на нас очки зарабатывать. Ну, просто не получится, и все. Мы не дадим. Вот и все. Мы же приехали. Кто-нибудь выходите, встречайте своих девчат. Людмила, давай. Потому что платформа высокая. Самостоятельно у нас. Вообще-то нет. Кто такой чувствует? Мастера спорта не могут. Спасибо. Спасибо, Сергей Владимирович. Пожалуйста. Давайте суп тоже ваш возьму. Я вас здесь оставлю. Ой, Танька, ой.
Как я поняла, я не должна была ехать, просто я попросила Ольгу Сергеевну, потому что хочу находиться рядом с девчонками их команды и смотреть. Хочется, может, там с трибун что-то покричать, поддержать, чтобы они все-таки слышали. Мне очень обидно, потому что у нас такие тяжелые важные игры, то есть для нас каждая команда очень тяжелая, и еще непонятно, сколько мне дадут игр, я пока не знаю, но Бог видит, я этого не хотела сделать, то есть это такая игровая ситуация. Вот честно, я сейчас даже не вспомню, то есть мы кидали аут, я вот с разворота ударила ей в лицо, и мне судья показал желтую карточку, а потом как у нее пошла кровь из носа, и из-за этого, ну, если кровь, это красная карточка. Знаете, как получается, я капитан, когда меня вот выбрали, я, получается, как капитан подставила команду, то есть, ну, неправильно, не должна была я этого делать. То есть это и такой плохой пример, что ли, и ужасная моя ошибка. Наконец-то дождались этого чемпионата, начала. Кто-то вообще у нас первый раз выходит на таком уровне, то есть для кого-то это прям дебютные игры, да, и такой чемпионат тоже стараются. Не получается, конечно, многое, но стараются, видно, переживают, не опускают руки, и мы их стараемся всегда поддерживать. Все, хватит. Хватит. Вера меня не любит. Она меня обожает. Уважаемые гости стадиона «Спартак», приветствую вас на матче тура чемпионата России по футболу Суперлиги среди женских команд. Все капитаны команд с нами остаются. Право выбора гостям. Давай, хорош, Таня, хорош! Чуть-чуть, но посильнее был, да? Футбольного клуба «Зенит» забивает Наталья Перепечина. Матч завершен. Расчет 1-0. Победила футбольная команда Рина Владимировна. Да, идем. Давай, давай. Воды есть? Давайте, можно ли мы сейчас отойдем, и вы уберете? Воды есть?
Конечно, дела могли бы быть лучше, очень осадок на душе такой игры, которую мы показали. Мыслями еще где-то на поле в моменты разбираю. Мы, не то что были ошарашены такой игрой своей, во-первых, результатом, конечно же, мы недовольны, и мы настраивались на победу, ехали, конечно же, забирать 3 очка. После игры, да, была некая растерянность, типа, это не сон, что вообще это было, как мы вообще могли так. Не знал бы, не пустил бы в вагоны, что они проиграли. Вчера, конечно, все расстроились, и девчонки поплакали. Да, в мужском футболе, наверное, это меньше, а в женском мы очень сильно принимаем все близко к сердцу. Первое время, с чем я столкнулась на тренировках, это, знаете, неточная передача, или там, я не знаю, сопернику, или там тебя обыграли. Это все пауза, и идут, себя винят, корят, что-то там. Я говорю, все, девочки, нет. То есть проиграли, не точно дали. Главное отработать, и не надо стоять. Вы пока стоите, огорчаетесь, вам еще кучу моментов придет в ваш ворот. Вот, то есть такие разговоры были, и сейчас оно потихонечку уходит на нет. То есть они начали быстрее переключаться. Да, потери, но все главное отобрать, отработать назад, чтобы следующую ошибку не совершить. Ты сегодня взрослее стала. Наша маленькая женщина. Я хочу, чтобы ты по жизни также продолжала, то есть всех удивлять и не останавливаться. И я очень ценю и уважаю, что ты себя сейчас показываешь. Все равно есть у игрока такой момент, что доказать. Вы в меня вот так не верили, да, я ушла, она стала капитаном команды, она заслужила. Это не то, что там просто дали повязку и выбрали Катю. Там, то, что есть только Леда, что она опытная. Нет, она заслужила. У меня к ней такое уважение, что в свои, сколько ей лет, да, Кате, она дает фору даже молодым. Она на голову сильнее, и я начинаю также потрунивать молодежь. Я говорю, как так? Я говорю, Катя, мне ровесница почти, и вы не можете там быстрее бежать, быстрее что-то делать. То есть, но Катя везде пример. Поэтому она заслуженно стала капитаном. Великий трек. Здорово. Здравствуйте. Я Валя. Алена. Привет. Здравствуйте. Так, ладно, прыгаем. Смотри, значит, история у нас следующая. Это коленку бьешь, руки назад. Не, вот так, смотри. Стой. Да. Конечно, очень бы хотелось, чтобы в нас верили, чтобы к нам относились именно тоже так серьезно, вот как к мужским командам. Я понимала, что я буду вводить команду, я буду смотреть тоже, обращать внимание на состояние девчонок, потому что когда кто-то не может войти в игру, я как капитан, я переживаю, потому что я вижу, что нужно какой-то всплеск добавить этому игроку. То есть у меня больше ответственности. Молодец, давай. Спасибо. И можно. Там же замедлить можно. Все, хватит.
Надо отдохнуть перед тренировкой. Иди фоткайся! Иди фоткайся, пожалуйста! Ну давай, мне еще подойдешь. Были моменты, иногда, правда, сложные. То есть у каждого был свой день, когда вот мы понимали, что так, ее мы сегодня не трогаем, ей сегодня мы ничего не говорим, она вот перетерпит, и нормально. То есть, конечно, было сложновато, но, честно говоря, мне кажется, мы настолько это достойно выдержали, вот все вместе. Потому что, представляете, в женском коллективе настолько там народу, мы сидим на одной базе, видим друг друга каждый день, у нас одно и то же расписание за дня. Я вообще не представляю, как мы там друг друга не поубивали. Слава богу, то, что все живы остались, я очень этому рада. И, честно говоря, мы, правда, как-то относиться по-другому, наверное, чуть-чуть начали к друг дружке. Мы как-то начали, даже не знаю, мы как-то друг за друга начали. У тебя что, новые перчатки? Что они такие длинные? Потому что они уже поплотнее будут на руку и прям очень сложно снимаются. Так, Мори, сейчас мешки твои с картошкой разгладят за уши. Ну, вообще, по профессии я инженер и работала в научных приборах. Занималась немножко, скажем так, приборостроением, ну, то есть на производстве. Вообще карате! Ну вот прям по роже ему, да. Класс. Давай. Не ставила себе цели, типа, все, Зенит, так, все, мне нужно туда попасть. Я настолько как бы думаю, ого, Зенит, ну куда мне до Зенита? Вот, да, вот по диагонали, чтобы тело как бы, да, вот, ну, под наклоном было. Меня все, давай, попробуй, типа, давай, это твой шанс, ты чего? Вот. Ну и все, я попала на просмотр, и дальше вот, месяц у меня длился этот просмотр, каждый день просто как... Ох, нервов столько, конечно, моих ушей, сколько слез было пролито, потому что было очень тяжело, прям очень тяжело. То есть, как бы у меня еще и работа параллельно, и тут тренироваться нужно, и по 2 тренировки в день у нас было. Короче, я не знаю, как я это все прошла, но это стоило, конечно же. Стоило, чтобы оказаться в «Зените». Где я просто бью, мне кажется, у меня что такое лицо, Вот что это? серьезное было. Или да. вот это? Ну не в прыжке, чтобы не прыгать, вот такое, наверное. Я до сих пор не верю, что это все со мной происходит. Вот, серьезно, я к этому жила всю свою жизнь. И то, что сейчас я играю в «Зените», то, что я выхожу на замену, и то, что у меня есть, мне тренерский штаб доверяет такую ответственность, такую на меня возлагает и выпускает в старте, я просто для меня это вау, ничего себе. Это реально не обязательно, ты выходишь, и тебя вот так все трясет. Конечно же, это было в первых матчах, сейчас я уже более спокойно научилась справляться со своими эмоциями, но что было в первых матчах, это вообще... Так не берут интервью? Берут. В Питере. Вы там вырежете, я слишком мысли по древу растекаюсь постоянно, и вопрос об одном, а я там уже там про кенгуру про какой-нибудь рассказываю. Если честно, до сих пор у меня вопрос, как они сшивают все это. Вот как? Как? Все. Молодцы. Сейчас посмотрим. Этот прям такой какой-то, вообще прям как будто вот
не знаю, после матча, знаешь, все улыбается, сели. где Катька. А вы говорили, она грустная. У Катюхи самый Так красивый. я же сейчас просто, ну вот смотри, сейчас вот этот кадр выглядит вот так. Вот, поэтому там, ну, скорее всего, забила Татьяна Норина, номер 99, команда «Зенит», Санкт-Петербург. У меня голоса нет. Главное, не выше. Главное, не выше. Это было идеально. Это было как заметно, я думаю. Это как заметно. Блин, эмоции у меня уже нет просто. Перерыв срочно нет. Сплошенность. Чей топик, кстати? Я понимаю, я не вовремя там место. Вот такой черненький XS. Мужской раздевалку не видели. Хочу поздравить с заслуженной ничьей. Тяжелый матч. 0-2 горели, но вышли на второй тайм со страстью, желанием сравнять, и удалось это сделать, поэтому молодчицы. До встречи на следующем матче. Ну, стали дарить цветы. Именно в Санкт-Петербурге. То есть в любом другом городе, не знаю, столько цветов не дарят, как здесь. Ну, вроде бы такое ощущение было, что мы владеем там каким-то преимуществом, да, но довести до ума не могли. Ну и заслуженно получили. Ну, на мой взгляд. Я не знаю, если честно, у меня обычно после игры столько всего, что я не могу нормально, адекватно вообще оценить события на футбольном поле. Мне надо так, чтобы это чуть улеглось. Ага. Вот. Но второй тайм, конечно, понимали, что отпускать нельзя, надо прибавлять. И, в принципе, как бы было в чем прибавлять. Поэтому хорошо, что удалось ничью все-таки взять. До свидания. Ну, сходите. Еще увидимся. Да. Угощайтесь тоже.
Пышечка ваша питерская. Приятного аппетита. Как вкусно! Не знаю, я скажу, что такая... Все, мы все сборе наконец-то. Все, Привет. Привет. Ты хороший. Я даже телефон не взяла. Так, ну какой наш маршрут? Я смотрю на это все, и вот реально музей на открытом воздухе. Прям такое ощущение, что это пощупать можно все. То есть нам рассказывают, и опять у меня вот это вот настигает меня, как будто это все не со мной. Я в Питере. Как я вообще здесь оказалась? Первые бутсы мы купили, они у меня были поношены, ну, как бы из комиссионного магазина, умбровские, я еще помню. И вот они стояли, такие все уже старенькие. Нас снимает скрытая камера, эй! А потом мне бутсы выдали как раз-таки в команде, они были такие синие, я прям помню, адидасовские, красивые. Победитель по жизни, потому что... Вот эти вот моменты, конечно, они настолько остаются в памяти, настолько они яркие. Чувствуете, как пахнет? Получил свою первую зарплату, первые деньги, которые мне принесли в футбол, и я звоню ей такая: мам, мне денег дали, ты прикинь, я же просто в футбол пришла играть. И я, в общем, купила ее любимые лилии, купила ей упаковку Рафаэлло. Просто сама суть, то, что я знала, что она любит, и я прям вот все вот это вот хотела, всю свою эмоцию вывалить просто на нее, и мы вот сидели потом там чай пили, конфетки эти ели, она прям очень гордилась. Ой. Что так пугать-то? Я боюсь вас. Не снимайте. Ладно, поснимайте меня. То есть не снимайте. Еще вон там. Вот молодежь, все в телефонах. Какие телефоны? Вот в мое время такого не было. Сколько тебе лет? Не, в другую сторону. Смотри, да. Чего последний? Вместе. Отлично. То, что у нас именно вот такой подбор совершенно разных возрастов, это очень здорово. Да, чувствуется ответственность, безусловно. За нами наши маленькие девочки, которые за нами следят, и нельзя показывать какое-то переживание. И давайте, им и так там, вот так вот. Им есть чему учиться у нас, то есть они смотрят, перенимают что-то, стараются тоже вести, как мы себя. Ну, мы же точно так же пришли там в 16 лет в высшую лигу, и мы точно так же учились у старшаков, как, что. Опять вы. Берегите. Ради меня приехали, я знала. Еще одна. Я работаю. Ты вообще со мной Общаешься, дружишь? Ну да, ты сейчас минус 2 сантиметра в росте сразу опять. Вер, тебе очень тяжело? Да, Люда, с меня аж сыпется земля. В прямом смысле слова. Люд, все, вставай. Спасибо. Здравствуйте.
Мне здесь безумно нравится подход профессиональный. То есть здесь именно отношения, как в мужском футболе. Раньше я с таким профессионализмом не встречалась. Хорошо, ложимся назад, ножку к себе. Наш доктор, наш массажист — это вот те люди, которые вот реально не спят, они просто постоянно работают, и они следят за нами. Поэтому я прям получаю невероятное удовольствие, то, что я присутствую в том, что я чувствую, как должно, оказывается, быть. Спасибо большое. Очень добрый, как всегда. Вы как-то отдельно на кубок настраиваете? Да, я думаю, их настраивать не надо. Они понимают, с кем они играют. ЦСКА, Локомотив — это лидеры чемпионата, поэтому на сильных соперников настраивать не надо. То есть они сами понимают. Сами настраиваются. Их даже приходится где-то чуть так успокаивать, чтобы не распыляли эмоции. Опять вы? Слушайте, я от вас скрыться вообще не могу. Я люблю спортивную форму, но я больше люблю одеваться по классике, как девочка. То есть, наверное, потому что и так спорта очень много в жизни, когда там сборы, выезды какие-то. То есть, поэтому, если есть возможность одеться как девочка, я с удовольствием оденусь как девочка. Все, давайте, пока-пока. Ого! Вот это мы неплохо так. Ладно, а мы в темноту. Мы так скрываемся, занавес. Команда «Зенит» Санкт-Петербург и команда «Локомотив» Москва. Ну, в принципе, соперник начал оказывать давление, да, немножко, не скажу, что растерялись, просто надо немножко быстрее принимать решения, наверное. Вот, на самом деле все старались, все отдавали себе по полной, ну, что-то впереди мало чего складывалось, да, тяжело нам пока забить, вот, и пару моментов, на самом деле, решили исход игры. Только мы давали где-то осечку, соперник сразу начинал, ну, сразу воспользовался нашими ошибками, хотя маленькими, но
их уровень позволяет это им делать. Нам пока не хватает концентрации, наверное, в каких-то микроэпизодах. Спасибо. Мы проигрываем все. Все, кто играл, все, кто сидел на скамейке, мы все проигрываем. И мы все принимаем это поражение как проигрыш всей команды, а не отдельно какого-то игрока. Алло, мамуль. У меня не эмоции, ничего. Сейчас сложный момент, действительно, и для нас, и в целом для команды. Пока поражение, да, но сложновато. Я думаю, это этап, его нужно просто пройти. Честно, вообще ничего не хочется говорить. Не знаю. Я не знаю, что вам сказать. Какие планы на завтра? Восстановительная тренировка. Сейчас домой переваривать все. Уж готовить к следующей игре. Можно я пойду? До свидания. Вообще, мы, когда остаемся в раздевалке после матчей, естественно, главный тренер говорит какие-то слова, которые, помогают немного собраться. Мы просто хотим играть в футбол и не сбиваться на какую-то игру на бум. Поэтому, в принципе, даже иногда поражение, не значит ничего. Потому что мы только новая команда и собираемся играть именно в футбол. Поэтому все будет впереди еще. Здравствуйте. Что, у нас администратор в команде, да, поменялся? Мячи накачивает. Давай это самое, иди не умничай. Что-то у меня не очень получается, давай-ка сюда. Сейчас еще ворота будет сам носить. Все, сейчас чуть-чуть похвали его. поняла, что... Еще одно интервью. И все, и сразу, да, интервью. Георгий, все, камера уехала, руководство идет, Георгий, все, остынь, Георгий. Уже никто не снимает, Георгий. Помню, как ты искал иголки к нему, так и не нашел. В итоге думаю, ну ладно, этот же ничего с ним не случится. Случилось. Как бы сломал ты? Да вот. Коллеги. Давайте поговорим про тренера вашего. Что это? К Алене, не ко мне. Почему я начну сразу? Просто он вызывает очень хорошие эмоции. Вот разные эмоции. Не знаю, может, у кого-то хорошие, у меня разные. Не спеши, почувствуешь, что... Давай, мы подождем. Да не, нормально. 8-9 месяцев. У меня такое ощущение, что я 5 лет тренировок прошла уже. Очень много. И мы за 9 месяцев сделали такую огромную работу. Мне кажется, я за года 3-4 столько не работала, сколько за 9 месяцев. Совсем по-другому мы здесь играем. У него другие требования, и нам приходится себя ломать очень сильно. Несмотря на то, что мы как бы не молодые уже игроки, нам приходится себя очень сильно ломать.
бывает очень сильно пылю, злюсь, но все равно делаю. Потому что только через это понимаешь, к чему, да. И действительно хочется в такой футбол играть. Я пытаюсь, чтобы не было различия в тренировочном процессе, в игровом между вратарем женской команды, ну и так мужской. Чтобы они также агрессивно играли, смело. Звезда! Что же они... Тебе доверяют, тебе говорят, ну, не бойся ошибиться. Хорошо. И действительно ты не понимаешь, вот этот вот страх сидит, ошибки, просто сидит страх ошибки. Вот это вот ты боишься просто. То, что мы всегда играли, нам говорили, играйте надежнее, играйте надежнее. Проще А тут было. мы пришли, играйте более свободнее. Да. Вот, отлично. Я говорю, а почему у вас есть такое немножко волнение? Хотя это нормально. Я говорю, ну оно должно минут через 5-10 после начала игры отпускать вас. И они говорят, Сергей Георгиевич, мы при таких трибунах, где много народу, никогда не играли. Там сидело человек 10-15. А здесь почти 500-600 человек. С такими глазами они. Я говорю, все, я понимаю. Мы не привыкли к такому вниманию к нам, да, и что за нами все следят, к нам ходят все на матчи, к нам заходят после матча там с какой-то поддержкой, хотя мы проиграли, да, к нам руководители заходят и нас поддерживают, в нас верят. Ну, блин, это очень круто, реально очень круто, потому что я такого нигде не встречала. И это какой-то реально как будто мы идем к чему-то очень глобальному. Я очень переживаю, очень ответственно подхожу к матчам, и есть такое понятие перегореть. То есть, когда ты очень сильно волнуешься, настраиваешься, и потом ты выходишь на игру полностью опустошенный, у тебя нет эмоций. И вот, наверное, выйти на поле с опущенными глазами, с пустыми глазами, с опустошенностью внутри, это, наверное, самое страшное. Вот пока указание дает, можно поснимать его как раз? Вообще, если кому-то кажется, что это происходит само собой, или это должно быть в команде как отче наш, это все значит сделано администратором. Вообще, причем кучу мелочей. Кучу мелочей, из которых вот такой огромный ком вот набегает. Ключ? Если честно, если бы кто-нибудь мне тогда сказал, что ты сюда приедешь еще тренером, команду придешь, я бы, наверное, в лицо посмеялась бы и сказала, вы что, с ума сошли? Это с 9-го года. Сколько лет прошло уже? 11. 11 лет. Вы в 9-м году здесь играли последний раз, да? С россиянкой.
Да. Ну блин, ну рэп. Тебе что, спить? Угу. Вставайте, пойдемте гулять. Куда Надо гулять? проветриться. Тут недалеко, вокруг этого дома. Вокруг дома? Да. Вам даю 10 минут. Внизу встречаемся через 10 минут. Вот шерсть. А ты где была? Шестернева. Там же сказали по желанию. У тебя нет никакого желания. Скорее всего, у тебя оно сейчас появится. 10 минут. Я в спиде. Давай. Люд, давай вокруг домика прогуляемся немного. А в шортах можно? В шортах, конечно. Блин, Нам надо с вами пообщаться. Мы не понимаем, почему мы проигрываем. возвращался обратно и потом ехал. Тяжело, когда ты идет такая серия уже проигрышей, и как-то эмоционально ты уже... Такое ощущение, уже даже не знаешь, как будто ты забыл, что такое вообще выигрывать, как эти эмоции испытывать. Мы, по сути, за этот футбол любим, за все эти эмоции, а их тут уже так долго нету. Хотя бы гол забить. Ну да. Уже это же какой-то все равно эмоциональный всплеск, а тут что-то вообще не получается. О, вот это люди! Стрелять буду! Сейчас мы вас осмотрим ружья. Тренерский штаб поддерживает, и все, кто нас окружает, говорят, не переживайте, это только начало. Всем видом нам показывают, что понятное дело, они больше нас, может быть, даже иногда, расстраиваются, потому что они нам не могут помочь в игре ничем, кроме каких-либо замен, подсказа, и все, они не могут выйти вместе с нами и сыграть. И со скамейки, с бровки вообще тяжело, мне кажется, всегда наблюдать, понимая того, что ты, по сути, можешь только подсказать словом, и все. Быстрее сюда! Снимайте их, снимайте! Снимайте, вот они. А я смотрю, ты камера уже на ты, да? Девчонки-то и помогают справляться, потому что когда после поражения приходишь в команду и видишь их лица, и понимаю, что я должна быть еще сильнее, потому что им и так тяжело, и они видят во мне поддержку, я должна быть еще сильнее их. И где-то они меня, то есть заставляют, мотивируют, возможно, а я со своей стороны их. Плюс также, знаете, наверное, помогает тот игровой опыт, когда играешь, и я их условно, знаете, девчонок чувствую изнутри. И где-то помогает тот момент, что сама через это все проходила. И по большей степени, скорее всего, они меня делают сильнее. Вот так вот.
Спасибо большое. Сейчас. Можно я вот так выйду? Потому что если я ближе к середине, и будет вообще жесть. Балансируешь? Угу. Пытаюсь распределить равномерный вес во всей душе. Пойти старт. Сегодня 12 тура чемпионата России по футболу среди женских команд встречаются Чертанова, город Москва и Зенит, Санкт-Петербург. Не блокирую тебя. Хороший Арик. Символюсь. Привет. С победой вас. Благо нас убила, теперь даже руку не пожимаешь, а не правильно. Что, с победой? Итак, друзья, Ника Белова по итогам матча с Чертановым. Ника, ну как свою игру оценить? Вот расскажи свои мысли, эмоции. Например, считаешь лучше себя сегодня? Ну, не знаю, лучше сегодня была команда. Мы выполнили установку тренера, не давали выйти Чертанова, прессинговали. Мало забили, могли больше. В первом тайме много не забили, Морина свои моменты не реализовала, но потом она собралась, забила. Просто сейчас сломать. Ребят, у нас времени очень мало. Не моемся, высыхаем. Молодцы, девчат, молодцы. Но еще раз говорю, есть игры, когда, знаете, нужно, наверное, косьми лечь, но их выиграть. Вот это сегодня такая игра была. После таких у нас неудачных игр, сегодня была очень важна эта победа. И эти 3 очка. Молодцы. 11 желтых, 10 красных, да? Праздничный пир? Да. Как твоя нога? Ой, отстой. Она не сгибается. Подустали. Немного. Как вообще ощущение? А? Кроме усталости что-то еще есть? Да, еще ощущаю, как ноги сводят до сих пор. Ну, Да, мы должны больше, да, на сгиб вот сюда. И мне просто Ну, оповещение мне кажется, приходит. что у меня- Здорово. Почему здорово? В кавычках. Ага.
Биология. Вот. Не знаете, что такое? Что? Сейчас, подождите. Протромбин. Это... Будут... Я не на медика, конечно, иду. Какой из меня медик? Я вон какой-нибудь... Буду тренером. Детишек тренировать. Ну ладно, я еще играть так собираюсь. Я очень много раз понимала, что я могу остаться без футбола из-за своих травм. И я не могу просто вот так уйти. И из-за этого я начала задумываться о том, как я буду жить дальше. Я вообще же сама занималась ресничками, я наращивала реснички, я ногти делала. И в итоге у меня сейчас, да, у меня своя студия, именная студия. Мне футбол приносит большое удовольствие, но я не боюсь уйти из него. Именно, что я уйду в никуда, потому что это очень большой страх. Блин, на самом деле я тоже себя поймала на мысли, что так приятно возвращаться с хорошим настроением, даже когда все болит. Хорошо, да? Вообще кайф. Мне тоже нравится. Подуй. Подожди. Оп, сердечко. Какой красивый снег. Какой красивый снег. Реально красивый композитор. Надо снимать, когда поем. He was playing, there was from Cameroonian Tonga, Patrice Tonga. Yes. Не знаю. Вообще? Надо все девочки. Ой. Сача, тебе показывают. Спасибо. А Аида, как известно, уже 5 лет читает эту книгу. Спасибо, девчонки. Спасибо. Ё-моё. Бабушка. Смотри, вон смотрит чувак. Не смотрит. Приятная новость. Первый раз в истории женского футбола человек, который недавно стоял у станка, это можно снимать. Первый раз в истории женского футбола человек, который только недавно стоял за станком, вызван в сборную, национальную сборную России. За счет своего труда, стремления, воли. Что, он
чизкейк-то будет? Чизкейк-то будет все-таки, мы заслужили же. Мне-то просто надо... Ну, давай, вот печенье, может, ты... Да! Помаши ручку. Слушай, ручкой там телезритель. Что за сбор в сборной, знаешь? Что за сбор в сборной? Да. Ну, я слышала, что они летят в Турцию играть. Еще раз? В Турцию летят играть. Да, там 2 игры очень Да. важные. Нужно в этих играх, в 2 играх забить 9 мячей. Я тебе серьезно говорю, чтобы выйти со 2-го места, 9 же нужно забить. 9 Если нужно даже забить. не больше. И ну, да, как можно больше, чтобы на стыки не попасть. Поняла. Тебя поэтому вызывает Аморин уже в 1-4 забить в игре. Блин, она даже не знает, почему ее вызывают в сборную. Чтоб 10 забила в первой игре Турчу. Да, Аморь, конечно. В первую очередь, конечно, достаточно как-то абстрактно говорить о том, что вот мечты сбываются, надо только верить. Конечно же, верить — это мало. Это вообще капля из всего того, что нужно делать на пути к своей мечте. И, как говорится, мечты не работают, пока не работаешь ты. Для Тани вообще у нас этот сезон такой первый. Я понимала, как ей сложно. Честно, я ей очень благодарна. То есть... Я честно, здесь говорит, Тань, ну у тебя такой рост, ты просто машина. Если ты еще научишься головой играть, цены не будет в штрафной площади. И девочки это слышат, потому что я каждый раз: Таня, играй, Таня, да попадай по мячу, Таня, выпрыгивай, расчет траекторию. Что делает Люда Шадрина? Смотрю на другую половину, поставила Морину в ворота, начала ей бить по воротам и говорит: головой, то есть ты должна отбивать. То есть они настолько вот прониклись этим, что они стали с ней работать, учить ее играть головой. Вот. Потом Катя Сочнева, тоже смотрю, там перед тренировкой брали мяч, Катя ей показывала, то есть как вот сыграть головой. Но честно, вот эти моменты, я понимаю, что здесь команда. Вот прошел год, мы и думали, что он будет для нас таким тяжелым, что вот на первую очередь выйдет у нас вот такие, знаете, качества, борьба, самоотверженность, характер. И они это доказали. Здрасте. 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 Здравствуйте. Что, не ждали гостей, да? Закончили этот сезон. Это очень радостно. Это наш первый сезон. Вы были первые. Больше этого не повторится. Это бывает только один раз. Вот, поэтому с вас начинается история развития женского направления в футбольном клубе «Зенит». И мне кажется, нам удалось создать ту неповторимую атмосферу команды, именно команды. И я могу с гордостью сказать, что у нас есть женская команда.
знать секрет. Не, мы все равно еще приближал. Ладно, какую-нибудь историю, да, интересненько? Спасибо. Мы первые проходцы. Я надеюсь, что мы сделаем задел на будущее, и следующему поколению будет намного проще, чем нам. Да. Мы сейчас сломаем все эти стереотипы, все убеждения, и следующие будут спокойно покорять вершину женского футбола. А мы будем им помогать. Да. Да, в этом смысле есть чем гордиться. Это действительно так. Сезон закончен. Какое место? Ла-ла-ла-ла. Это каждый день. Одно и то же. Я говорю. Ее на меня Наш лучший ракурс. Ветер с моря дул, ветер с моря дул, нагонял беду, нагонял беду.